Археологическое открытие затерянного города Гуэнгола стало одним из самых значимых событий в изучении мезоамериканских цивилизаций за последние десятилетия. Этот монументальный город-крепость, на протяжении более чем 600 лет остававшийся скрытым под изумрудным покровом густых мексиканских джунглей, открыл ученым свои тайны благодаря современным технологиям. Город раскинулся на внушительной территории в 360 гектаров, что делает его одним из крупнейших археологических памятников в регионе перешейка Теуантепек. Исследования показали наличие более 1100 зданий, каждая из которых играла свою роль в сложной социальной и административной структуре этого мегаполиса прошлого. Долгое время о существовании Гиенголы было известно лишь из туманных легенд и преданий местных жителей, которые передавали из поколения в поколение истории о неприступной горной цитадели. Однако густая растительность и сложный рельеф делали наземные исследования практически невозможными. Ученым потребовались бы десятилетия кропотливого труда, чтобы просто нанести на карту основные контуры поселения. Прорыв произошел с внедрением технологии лидар, оптического дистанционного зондирования. С помощью лазерного сканирования с борта самолета археологи смогли убрать цифровую листву и увидеть город таким, каким он был в период своего расцвета. Всего за 2 часа работы техника создала детальную трехмерную модель, на которой отчетливо проявились улицы, фундаменты домов, лестницы и оборонительные сооружения. История Гиенголы неразрывно связана с народом сапотеков, чья цивилизация начала развиваться еще около 700 года до нашей эры. Сам город был построен и активно заселен в период между 1350 и 1521 годами. Для сапотеков это место имело колоссальное стратегическое значение. Расположенный на вершине и склонах горы, город был практически неуязвим для внезапных атак. Инженерный гений древних строителей позволил им создать уникальную городскую среду, где архитектура не боролась с природой, а гармонично дополняла ее. Каждое здание было вписано в ландшафт, с учетом крутизны склонов и направления стока ливневых вод, что предотвращало эрозию и обеспечивало долговечность построек. Социальное устройство Гиенголы было четко упорядоченным. Город разделялся на специфические зоны, где представители разных сословий занимали отведенные им кварталы. Элита и правители жили в роскошных резиденциях, расположенных на возвышенностях, откуда открывался панорамный вид на окрестности. Обычные горожане селились в более простых, но крайне надежных домах. Интересной особенностью быта сапотеков было устройство их жилищ. Основной структурной единицей был дом с просторным центральным патио, открытым внутренним двором. Вокруг этого двора располагались жилые и хозяйственные комнаты. Такая планировка способствовала сплоченности семей. Когда дети вырастали и заводили собственные семьи, они просто достраивали новые комнаты к существующему периметру, из-за чего дом постоянно рос в размерах, превращаясь в настоящий семейный лабиринт. В центре города была сосредоточена его духовная и политическая жизнь. Здесь археологи обнаружили 2 величественные пирамиды, которые служили храмами. Эти сооружения были местом проведения важнейших религиозных церемоний, где жрецы обращались к божествам от имени всего народа. Между пирамидами находились 2 площади, которые со временем естественным образом просели, образовав своеобразные амфитеатры под открытым небом.
Здесь собирались тысячи людей, чтобы наблюдать за ритуалами или слушать обращения правителей. Рядом с церемониальным центром располагался грандиозный дворец, насчитывающий 64 комнаты. Некоторые из залов дворца были украшены массивными круглыми колоннами, что было признаком особого архитектурного изыска и богатства. Дворец представлял собой каскад террас, соединенных многочисленными лестницами, что создавало ощущение вертикального города. Оборонительный потенциал Гиенголы поражает воображение даже современных военных инженеров. Город был окружен сетью стен протяженностью около 4 километров, которые преграждали путь к жилым кварталам в самых уязвимых местах. На одной из естественных скал был оборудован круглый наблюдательный пункт, который позволял часовым просматривать долину на многие километры вокруг. Любое передвижение потенциального противника замечалось задолго до того, как враг мог приблизиться к подножию горы. Кроме того, исследователи обнаружили 2 загадочные круглые постройки, которые, по всей видимости, использовались как древние обсерватории. Сапотеки были искусными астрономами, и умение точно измерять время по движению звезд было необходимо им не только для сельского хозяйства, но и для планирования религиозных праздников. Особое внимание заслуживает военная история города. В конце XV века Гиенгола стала ареной эпического противостояния между сапотеками и расширяющейся Ацтекской империей. Ацтеки под предводительством императора Ахуицотля стремились захватить контроль над торговыми путями к югу. Сапотеки, возглавляемые своим королем Косихоэсой, превратили город в неприступную крепость. Они организовали сложную систему снабжения и хранения продовольствия, что позволило им выдержать изнурительную 7-месячную осаду. Ацтеки, привыкшие к быстрым победам, столкнулись с организованным и яростным сопротивлением. В итоге захватчики были вынуждены признать свое поражение и заключить мирный договор, который был скреплен браком между сапотекским королем и ацтекской принцессой. Эта победа позволила сапотекам сохранить свою независимость и культуру вплоть до прихода европейцев. Несмотря на свое величие, кеня и неприступность, Гиенгола была оставлена своими жителями незадолго до испанского завоевания в 1521 году. Причины исхода были сугубо прагматичными. Хотя жизнь на горе обеспечивала безопасность, она была сопряжена с огромными трудностями в быту. Ежедневно сотням людей приходилось поднимать воду и продовольствие на большую высоту. По мере роста населения ресурсов горы стало не хватать. Когда внешняя угроза со стороны ацтеков исчезла, сапотеки решили спуститься в долину, где располагались плодородные земли и источники пресной воды. Они основали город Теуантепек, который стал их новым культурным и административным центром. Гиенгола же осталась пустовать, постепенно зарастая лесом, который надежно оберегал ее руины от мародеров и разрушительного влияния времени на протяжении веков. Археологические изыскания в Гиенголе с применением лидар — это только начало долгого пути. Ученые планируют детально изучить каждое из 1170 обнаруженных строений, чтобы восстановить картину повседневной жизни города. В отличие от традиционных раскопок, которые неизбежно повреждают культурный слой, современные бесконтактные методы позволяют исследователям заглянуть под землю и изучить структуру фундаментов, не потревожив ни одного камня. Это дает надежду на то, что Гиенгола станет эталонным памятником,
на котором будет отработана технология сохранения древних городов в их первозданном виде. Ученые также надеются найти дополнительные гробницы и артефакты, которые прольют свет на верования сапотеков и их представления о загробной жизни, так как уже найденные захоронения указывают на существование сложного культа предков. Сегодня наследие Гиенголы живет в потомках тех людей, которые строили эти стены и защищали их от врагов. В штате Оахака по-прежнему проживает многочисленная община сапотеков, численность которой превышает 300 тысяч человек. Несмотря на столетия колонизации и глобализации, они сохранили свой уникальный язык, традиции ткачества и кулинарные рецепты, уходящие корнями в те времена, когда Гиенгола была процветающим мегаполисом. Изучение этого города позволяет современным сапотекам еще сильнее ощутить связь со своей историей и гордость за своих предков, которые смогли построить в самом сердце джунглей один из самых совершенных городов своего времени. Гиенгола остается вечным памятником человеческому упорству, инженерной мысли и способности жить в гармонии с суровой природой. В завершение стоит отметить, что подобные открытия заставляют нас полностью пересмотреть историю доколумбовой Америки. Если такой огромный город мог оставаться незамеченным так долго, то сколько еще тайн хранят в себе леса Мексики, Центральной и Южной Америки? Гиенгола показала, что уровень организации древних обществ был значительно выше, чем принято считать в классической историографии. Это был не просто форпост, а полноценный культурный, научный и экономический центр, который по уровню комфорта и безопасности мог соперничать со многими европейскими городами той же эпохи. Дальнейшие исследования этого затерянного города несомненно принесут еще множество сенсационных находок, которые помогут нам лучше понять, как развивалось человечество на этом далеком континенте.